Всем привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и сегодняшнее меню я специально подготовила для тех, кто жалуется, что готовка занимает у вас много времени, и чтобы питаться правильно, нужно целый день готовить. На самом деле это не так. Я сегодня покажу вам вариант рациона, приготовление которого займет у вас минимум времени, и я думаю, это даже, наверное, не самый быстрый вариант. При этом постаралась сделать его, не каким-то прям банальным, не стандартно, там вареная гречка, вареная курица, а кое-что поинтересней. При этом перекус и обед я специально составила такой, чтобы вам было удобно взять его с собой, например, на работу. Но перед тем, как мы начнем, напоминаю подписаться на мой канал і нажати на колокольчик, якщо ви до сих пор ще этого не сделали. А ще нагадую моїм друзям з України, що в мене є другий канал, де усі мої відео виходять нашою рідною мовою. Отже, обов'язково приєднуйтесь. Но чтобы с утра не тратить много времени на приготовление завтрака, еще с вечера я заливаю 50 граммов овсянки долгого приготовления 200 миллилитрами молока. У меня молоко овсяное, можно заменить на обычное, либо же просто залить водой. Оставляем в холодильнике, молоко было у меня холодное. На утро каша у нас уже набухла, и на ее приготовление нам понадобится не 20-30 минут, а буквально пару минут. Ставлю на огонь, разогреваю, добавляю 1 чайную ложку какао для вкуса, также добавляю подсластитель, у меня это эритрит, и также добавила немножко кипятка, чтобы она не была такая густая. Все, проходит буквально 1 минута, каша теплая, ее можно уже выкладывать в тарелку, остается только добавить немного начинки. В качестве начинки в этот раз добавлю банан, нарезаю его ломтиками, можно вместо банана использовать любые фрукты, либо же ягоды, сухофрукты, в общем, тут на ваш вкус. Но мне кажется, что овсянка с какао отлично сочетается именно с бананом. Также добавила сверху немножко кокосовой стружки. Итак, на приготовление завтрака ушло буквально 2 минуты, дольше я буду это есть, скорее всего. И, в принципе, такой завтрак отлично подойдет, если с утра у вас не так много времени. Но при этом он у нас вкусный и зарядит энергией на первую половину дня. Я решила специально сейчас засечь время, чтобы показать вам, сколько времени потребуется мне на приготовление обеда и ужина. Это, конечно же, все-таки лучше сделать заранее, например, в предыдущем дне, и чтобы вы могли потом это взять с собой на работу. Луковицу нарезаем мелкими кубиками. Разогреваем сковородку, добавляем немного масла и отправляем обжариваться лук. Буквально 1 минута проходит, лук стал мягким, добавляем фарш. Здесь у меня 500 грамм фарша с говядины из шейной части, она не такая жирная. Кстати, мы обед и ужин будем готовить сразу на 2 дня вперед, то есть на 2 порции. Накрываем крышкой и тушим около 10 минут. Тем временем возьму 50 грамм сметаны в отдельную мисочку, к ней добавляю 1 чайную ложку горчицы, добавляю немножко соли и 2 зубчика чеснока необходимо выдавить через пресс. Перемешиваю, вот такой вот у нас сметанно-чесночный соус, очень вкусный, готов. Он нам пригодится чуть позже. Теперь возьмем 1 помидор и нарежем его тонкими ломтиками. Также натрем на терке немного обычного твердого сыра, около 40 грамм. Еще нам понадобятся листья салата. Итак, фарш у нас уже потушился, и теперь просто обжарим его пару минут, чтобы он подрумянился. Все, на этом он готов. Нам теперь условно необходимо разделить его на 3 части. Сначала просто пополам, и потом одну из половинок еще напополам. Далее вам станет более понятно, зачем я это делаю. Итак, беру 2 вот такие тортильи, они у нас будут для обеда. Сначала собираем одну, первым слоем кладем тертый сыр 20 грамм, сверху выкладываем фарш. Это именно вот та 1/4 часть фарша, которую я отделила. Сверху пару ломтиков помидора и поливаю соусом. Листья салата и заворачиваю в рулетик.
Ну и точно так же собираю вторую такую тортилью. То есть у меня получается 2 вот таких вот ролла, которые я сразу заготовила на 2 дня, то есть на один и еще потом на следующий день. Они у нас будут на обед. Кстати, их можно кушать и в холодном виде, и вот, как видите, на их приготовление у меня ушло 25 минут. Напоминаю, что вы всегда можете приобрести готовые меню для похудения на моем сайте olyapins.com. И если, например, вот вам некогда готовить, то вам отлично подойдут такие программы питания, как базовая, либо же баланс. Там вы можете даже на свое усмотрение выбирать, каким именно способом приготовить то или иное блюдо. В этих рационах нету сложных рецептов, и они отлично подойдут для тех, кому некогда или просто нету желания каждый день готовить. И, кстати, на программу «Баланс» я решила снизить цену, так что она стала теперь еще доступней. У обеих этих программ есть 3 варианта калорийности на выбор, а также 2 варианта длительности на 14 или на 28 дней. Ну, конечно, на 28 дней сразу брать гораздо выгодней. В общем, кому интересно, ссылочку оставляю для вас в описании. Начинаем готовить ужин также с учетом на 2 дня. 300 грамм стручковой замороженной фасоли отправила на разогретую смазанную маслом сковородку и накрыла крышкой, чтобы она размораживалась. Тем временем беру крупный красный сладкий перец и его нарезаю соломкой. Перец также можно использовать замороженный, всего его понадобится 200 грамм. Фасоль уже разморозилась, добавляем к ней перчик, можно также добавить немного чеснока, соль, специи по вкусу, можно добавить сушеный чеснок, в общем, тут на ваш вкус. Перемешиваем и обжариваем пару минут, чтобы овощи у нас приготовились. Далее добавляем эту половину фарша, которую мы отложили в сторонку, и перемешиваем вместе с овощами. Буквально еще в течение 1-2 минут. Это очень быстро, очень похоже на макароны по-флотски, только без макарон, а из овощей. Вот у меня получилось этого блюда как раз на 2 немаленькие порции, примерно по 350 грамм. Отлично подойдут в качестве ужина, особенно при похудении. Ну, либо же вы можете еще дополнить это рисом, например, либо какой-нибудь крупой. И вот, как видите, на все про все у меня ушло 42 минуты. Плюс, опять же, не забывайте тот момент, что я снимала видео и долго переставляю кадр, мою посуду в процессе. То есть без съемки бы у меня это заняло бы меньше времени. Также не забудем про перекус. 2 яблочка и 30 грамм орешков. Это с легкостью можно взять с собой, где бы вы ни были. И вот, собственно, вот такой вот рацион, потому что сразу же на 2 дня у нас обеды и ужины заготовлены. И на все ушло буквально 40 минут. Что ж, на сегодня это все. Надеюсь, что это видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, то буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео, а также подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Ну а с вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.